Якшин Лев Евгеньевич. Играю под ником Nomads за команду Unicorns of Love. Иногда ответственные, иногда безответственные. Есть цель, идет к ней, все остальное не важно. Но это я бы сказал о себе, только если бы хорошо себя узнал. А так, со стороны, не знаю, какой-то чисвэшный мальчик, наверное. У меня очень много эмоций, но я стараюсь их в себе держать и не уплескивать, если это негативные или слишком положительные эмоции. Люблю изменения, но в то же время всегда сижу дома. Начал я играть в лигу из-за стримера, который я смотрел. Я играл раньше в Warcraft, World of Warcraft. И стример, который я обычно смотрел, начал играть сам в лигу. Мне стало очень интересно это играть, что это такое вообще совершенно другое, но при этом новое и интересное. Поэтому я начал играть. С самого начала мне попадались очень хорошие люди, которые помогали играть, подсказывали. И с ними в то же время было очень весело и приятно проводить время. Соответственно, это было ключевым фактором, я думаю. Но со временем, когда, не знаю, месяц играю, я становлюсь лучше, они становятся лучше. Но из-за того, что я все время думал о игре, даже я не собирался становиться профессионалом, но просто все время думал об игре. И со временем я заметил, что они играют намного хуже, чем я. В данный момент я подумал, что нужно поискать какую-то команду, может, что-нибудь такое, типа, чем-то таким заняться. Потом было где-то 2 года поиска команд, всяких разных, переподбирал. В итоге встретились с Крео и вместе уже дошли до профессионального уровня нашего региона. Немногие знают, но та организация, которая вышла на чемпионате мира, очень хорошо выступила. Я тоже в ней был, в Лиге претендентов. Мы очень плохо выступили, прям супер ужасно. Состав был подобран неправильно. Естественно, мы не смогли показать результаты, но у нас была зарплата. И когда я получил ее, я показал, что типа, маме, у меня есть зарплата 45 тысяч рублей. И как бы это было звоночком для мамы, что этим имеет смысл заниматься. Потом она начала поддерживать меня, а не смотреть с недопониманием. Насколько я помню, моя первая игра на сцене была с Ананасом. Мы играли в Elements Pro Gaming и выступали на Кубке России под этой организацией. В то время мне было совсем без разницы, с кем играть и против кого и перед кем. Мне просто хотелось все победить. Поэтому я даже не заметил как-то фактор сцены и каких-то таких ощущений не осталось. Потом меня подписала Вега. Соответственно, игра на LCL. Тогда еще была другая студия в главкино, да. Ощущения были мандражные. Сам по себе такое ощущение было, что мандраж какой-то такой. Потому что первая моя игра на сцене. У нас был второй мидлейнер, дробовик. Мы с ним менялись, поддерживали друг друга. Соответственно, нужно было выступить хорошо, и я немножко так, знаешь, я хотел не выступить плохо. Я не хотел выступить там очень хорошо, а просто не выступить плохо. Мне иногда не нравятся патчи, то есть сама Лига Легенд в принципе из-за патча, но тут как бы ничего не поделаешь. Сама игра очень нравится, все еще. Мотивации всегда было слишком много. Сначала, вот как только я начал играть в LCL, мотивации было слишком много. Для начала моя мотивация была вся в том, чтобы выиграть сплит наконец-то уже, поднять кубок континентальной лиги над собой. Потом, когда я это сделал в прошлом сплите, я думал, что, это произошло. Не чувствовал, что такое, что наконец достиг этого, и я не совсем понимал, что именно, какая у меня сейчас цель. Потом, когда мы приехали во Вьетнам, я увидел всех этих мировых игроков вживую, которых до этого видел только на трансляциях или... на трансляциях в основном только, да. Увидел их вживую. Мне захотелось не то, чтобы стать ближе к ним или познакомиться с ними, а победить их. Теперь это моя мотивация. Босс — человек, который сфокусируется только на Лиге Легенд. Он будет лучше во всем, во что бы он ни играл, если это связано с Лигой Легенд. Поэтому с ним очень просто иметь дело. Просто у нас одинаковая цель, мы хотим стать лучшими, мы хотим, чтобы наша команда была лучшей. И всячески помогаем. Мы часто общаемся на тему пиков, что мы можем зафлексить между друг другом. В общем, чем-то таким занимаемся. У нас с ним очень хорошо Ананас. Так я знаком с ним уже очень долго. Сначала, как мы играли с ним на Кубке России с тех времен, он очень сильно изменился. В лучшую сторону, определенно. Больше стал ответственным, больше стал переживать за игры, чтобы он сам сыграл хорошо, и меня это очень радует. Не знаю, у нас просто меняется всегда в лучшую сторону. Он становится взрослее и
outside of the game и в самой игре. И вне ее, и в игре. Вот. Инокс. Молодой человек. Очень специфический. Тем, что у него другой менталитет, все-таки он из Европы. Может быть, это не специфика, просто для меня это специфика. Соответственно, он забавный, веселый, быстро запоминает плохие слова. Бывает у него особенность такая. Хорошо играет, любит стрелять, показывает это вам. Эдвард человек с невероятно большим количеством опыта. И классный парень, мужик, я бы даже сказал. Хороший игрок, разумеется, и отличный капитан. Имя очень сильно меняется. В данный момент он старается как губка впитывать всю информацию, которую дает Шипи. И за счет этого он не всегда подбирает слова, он может кого-то случайно обидеть. Это я тебе говорю, а не зрителям. Он может кого-то случайно обидеть тем, что скажет что-то не то, не в нужный момент. Поэтому имя сейчас в такой стадии переформировки. Я уверен, что через полгода или, может, даже раньше он станет тем человеком, тем тренером, которого будет хотеть любая команда в СНГ, и может быть и за ее пределами. Я уверен, когда вся информация утрамбуется в нем, как я уже сказал, он будет одним из лучших. Шипи — это вообще что-то извне. Никто не знал, чего от него ждать, и пока что только позитив от него идет. Он может быть строгим, если это нужно, если какой-то игрок играет очень плохо из игры в игру, и он будет строгим не потому, что игрок играет плохо, а потому что он не отдается этой игре, он не вкладывает усилия, поэтому он играет плохо. Мы неплохие игроки, но если мы играем плохо, это значит, что мы не вкладываем усилия в игру. Шипи уникален, я думаю, такого тренера нет нигде. Он сам свой. В общем, о Шипи можно говорить часами, но если вот понемножку, то именно то, что я сказал. Я особо не бываю дома, я бываю, вот, допустим, за прошлый год я был дома 2 месяца здесь из 12. В каком-то плане это сказывается, конечно, негативно, потому что мало общаюсь с мамой. В то же время она меня поддерживает, я благодарен ей за это. Я пытаюсь ограничить киберспорт и личную жизнь, чтобы это между собой никак граничить, оно и понятно. Вот, поэтому у меня личной жизни сейчас нет, есть только киберспорт. Да и на самом деле я не ищу себе какую-то... Ну, вы поняли. Если мне предложат вернуться в прошлое и чтобы у меня были все воспоминания, да, вот эти. Наверное, я все-таки пойду по тому же пойду тем же путем, но из-за того, что у меня все будут уже воспоминания, я буду как фейкер. Поэтому, конечно, я выберу опять Лигу Легенд. Спасибо, что смотрели за моей историей. Она еще не закончена и будет только лучше. Дальше больше, как говорится. Я подукрал, наверное, пентакил у Инакса, но я сделаю свой, поэтому верну вам сундук. Болейте за нас, поддерживайте.